Привет, друзья! Я сегодня выехал на рыбалочку и хочу половить именно на поплавок. Если не будет поплавок сильно клевать, то возьму, расчехлю один фидер. Но в любом случае моя цель сегодня половить карпика, потаскать именно на удочку. Это совершенно другие ощущения, потому что карп очень хорошо сопротивляется, на удочке все это чувствуется. И хочу старым, как говорится, дедовским способом, как настоящие старые карпятники ловили. Ух ты! Ух ты! Ребят, ну в общем, вот такое вступление, и у меня поклевка. Вот, если видите, вот клюнула удочка, рядом стоял второй поплавок собрал, и вот карпик небольшой. Вот такое, как говорится, вступление моего видео. Прям вот раз-раз и притопило. Отснять я, конечно, поклевку не успел. Так, давай. Ну, так, позарился он на чистого червя. Это неудивительно, потому что сейчас очень холодная погода. Ну что, давай, оп. Вот такое начало. Дальше будет интереснее. Перезакинуть. Вот это порывы ветра, вон, смотрите, с той стороны. Как буран какой-то идет. Это просто кошмар. Надо пересадиться. У меня на одной стоит червь плюс кукуруза, а на второй просто червяк стоял. Я, как обычно, экспериментирую по весне. И сейчас подновлю. Мне кажется, фидер еще клюнул. Второе удилище. Чистая кукуруза с опариком. Насколько я понимаю, у меня еще попутно фидер клюнул. Ага, сидит. Ух ты, клё как гнет. Прям отлично. Фидер. Все-таки фидер выигрывает удочки. Как ни крути, но на удочку другие ощущения ловли. Не будем рвать ему губу. Ну что, будем закидываться. Оп, удочки ставить. Отлично. Ну, все, удочки поставили. Будем ловить. Если нравится мое видео, подписывайся, пожалуйста. Ставь, пожалуйста, при подписке колокольчик, чтобы вы видели следующее видео. Это обязательно для того, чтобы вам приходило оповещение о том, что вышло новое видео. Ветер просто дурячий. Ветер усилился, блин. О, пересекся с удочкой. Ну да, и удочку тащим. Ловля карасей на фидер сегодня. Да карась такой прям это хороший. Ты погля. Опа. Ребят, смотрите, какой карасище. Ну, достойный экземпляр, да? Ну, давай. Опа, наконец-то поклевка. Просидел как мог долго. Наверное, уже полдня прошло.
Смотрите. Поплавочек все-таки шикарно. Эмоции непередаваемые, ребята. Смотрите, вон ползет потихонечку. Классно. Поплавок рулит. Хотелось карпа именно на поплавок половить. Долго скормил, ничего не подходило, ничего не получалось. И вот он подошел. Но наконец-то. Вообще такие эмоции. И хорошая двушка. Вот он. Смотрите. Да нет, не двушка, побольше. Давай, давай. Есть, есть. Ты хороший прям. Где-то 2,5 килограмм точно. Ну, вообще вот так. Ребят, ну, я могу ошибаться, конечно, но мне кажется, это ближе к 3. Фух. Долго я тебя выкармливал. Ну что, вот такого, я думаю, на поплавок поймать. Прям кайф неимоверный. Вообще кайфово. Вот, смотрите какой. Сейчас вытащил карпа. Где-то часа 2-3 ожидания. Вообще ничего не клевал. Ветер очень сильный. Западный, холодный. Вот. Сейчас перенасаживаюсь. Ну, кстати, обычный поплавок. Глубина у меня где-то сантиметров 55-60. И ловлю на крючки. Ну, довольно-таки нормальные карпы. Вот такие. И кукурузы. Опарыш. Пару штучек. Я здесь не один. Со мной напарник Дима. Он уже на фидеры ловит активно. А я уперся именно в поплавок. И вот пытаюсь прикармливать, раскармливать. Вот. И 2 крючочка. По прикормке я взял обычный, ну, комбикорм прессованный, да, получается. Это гранулы. Кажется, свиной, что ли. Уж не помню, с того года осталось. И залил я его CSL-кой. Залил его CSL, чтобы запах был, он его вот так обволок. И я захожу, вот так пятно закармливаю. Что, я пошел закармливаться и закидываться. Надеюсь, еще мне повезет. Я парочку прям классных кадров сделаю, сниму и поймаю. У Димы клюнул, вот, смотрите, тоже вытаскивает на удочку. Ну, возьми подсак, чего ты мучаешься? На удочку совсем другие эмоции, да? Да, удовольствие совсем другое. Ну, кайфово же. Да, удовольствие совсем другое. Это тебе не фидер. Отпустим его вырастать. Красавцы наш. Спасибо тебе, дорогой. Это было очень здорово. И очень приятно. А ты удочку поближе к моей прикормке поставил, да? Ну, конечно. Молодец. Стараюсь. Так, ребят, сидел, ждал, надоело, поставил фидер. Вот у меня фидер клюнул.
Фидер получше поклевывает. Все-таки. Как снасть. Поэтому на фидер поставил. Ой, какой малышок. Так это карась. Ха-ха, карась. Ребята, карась. Давай, дружище. Тебя освобожу. А карась-то хороший. Как ты зацепился? На кукурузу позарился почему-то. Вот, смотрите. Ну, карась зачетный. Мне нравится. Карась офигенный. Оп. Слушайте, ребят, ну погода просто кошмарная. Может, поэтому и клев так плохо. Прошлая рыбалка, видео вы видели, наверное. Там бесперебойно, прям отлично клевал. А сейчас такая трудовая рыбалка получается. И я поставил один фидер, все-таки, чтобы без рыбы не остаться. Но оказалось, удочку принесла мне хорошего, где-то на 2,5 карпа. А фидер карася. Заметили, мы всегда забрасываем, стоим с того берега, кидаем сюда, с этого на тот берег. Хотя, что там, что здесь клюет. Блин, ребят, ветер дурячий. Фидер вот клюет. Не знаю почему. Удочки уже обкормился. Наверное, вокруг удочек. Как мог, закармливал. А вот фидер поклевывает. Все-таки более уловистая снасть. Поэтому мне нравится на фидер ловить. Опять карасик. Нет, это карпик. Ну, какой-то черненький. О, сошел. Смотрите, чешуйчатый и такой темный-темный. Ладно. Топим обратно его. Итак, ребят, по условиям ловли. Смотрите, сел в середине, потому что в тот раз, когда предыдущее видео я снимал, здесь в этом районе плескался карп активно, поэтому я решил здесь сесть с удочками. Вот. Ну, нашел такой небольшой помостик, полуразвальный. Главное, чтобы удочки на мели поставить. Вот. Ну, по условиям ловли не очень хорошие, мне кажется, сегодня условия, с точки зрения того, что ночью был заморозок -1, -2. И днем порывистый ветер до 15-18 метров в секунду. Ну, он так и дует, и дует. Не просто порывистый, а постоянный, наверное, уже. Вот. И температура где-то градусов 8, не больше. Несмотря на то, что вот у меня, видите, солнечно сейчас. Это сейчас вышло солнце. У меня уже 50% рыбалки прошло. Я могу сразу сказать, дружище, классная рыбалка, трудовая, классная рыбалка получилась. Смотри, будут поклевки карпа и на фидер, и на, главное, удочку. И, кстати, карась будет. Здесь карась, он местный. Подходил хозяин, говорит, я давно карася местного не видел, а мне удалось вот 2 поймать, и мой напарник еще одного поймал. Так что карась тоже активен. И также хочу сказать, если тебе нравится, и ты смотришь это видео, пожалуйста, подписывайся и обязательно ставь внизу колокольчик, для того, чтобы не пропустить следующее видео. Поставил колокольчик, обязательно оповещение придет о следующем видео. Ну так что, я делюсь с вами эмоциями, давайте рыбачить. В любом случае, ни одна погода нам не помешает порыбачить. Ребят, дикий ветер, реально. Я решил чуть-чуть доделать удочку.
ну там, довязать. И такой всплеск, а потом удочка вся согнулась. Даже заснять не успел. Реально. Вот такие поклевки агрессивные у карпа. Ветер дурячий, все, как говорится, в лицо. Вон, смотрите. И я его... один крючок зацепился за рот, другой, видать, за хвост захватил. На 2 крючка ловлю. О, вообще красота. Зеркальный. Опа. Ну что, эмоции просто нереальные. Не знаю, слышно или нет, будет как со звуком, лучше извините меня, но ветер просто где-то 15 метров обещали. Наверное, такой он и есть. Так, сейчас тебя отцеплю. Клюнул на кукурузу с опарышем. Долго ждал. Мой напарник Дмитрий уехал. Говорит, все, хорош, я домой. У него на фидер поживее ловил все-таки. Реально на фидер посильнее, получше. Вот. А вот такой карпик на удочку. Во, классно. На удочку все-таки другие эмоции. Классно. По-быстрому хочу сейчас быстро перенасадиться. Так, кукурузка. 2 штучки. И парик. Ну, тут опарыш, что есть на крючке, я оставлю. А сверху такого более свежего, шевелящегося поднасажу. Так. И вторая кукурузка, но у меня она осталась, получается. Просто сейчас понадежнее засажу, да и все. Она чуть-чуть раздавленная, мне кажется, даже это хорошо. Лучше из нее с середины идет запах. Так. Ну, ветер, я не знаю, как закидываться. Сейчас пойду, конечно. Ветер просто жесть. Ну все. Ребят, вы извините, но невозможно заснять подклевку. Фидер клюнул так, что вот прям вот так удочку, если бы я не успел чуть-чуть, то унесло бы просто в воду. Вот такие поклевки. Она у меня лежала просто не закрепленная на помосте. Вообще идея была стать вон туда, но там с утра ветер дул в лицо в камыше, поэтому пришлось здесь стать. Вот он. Ты чё, форель прыгаешь, а? Как бешеная. И небольшой, наверное. Да, так сопротивляются почему-то небольшие у меня. Ну, давай, подымись. Опа, опа, yes. На хвост становится и уходит. Заметили, да, друзья? Но фидер очень тонкий, хорошо отрабатывает. Я не боюсь, что он идет. Давай, давай. Оп. Где-то полторашечка. Ну, классно же. Все равно холодно. Кстати, я сегодня собирался как раз приехать. Вчера прогноз погоды. Ночью был -1, -2. Может, из-за резкого похолодания такое. И, кстати, местами снег шел в Воронежской области. Неудивительно, что карп так затихарился. Буквально несколько дней назад здесь просто Эльдорадо было по карпу. Ну, вот такой карпик.
Ветер просто холоднючий. Я уж и не слишком рад, что поехал сегодня на рыбалку. Но хотелось вот именно, пока клев идет хороший, именно половить на удочку. А так как с утра у меня часа 3-4 не клевало, я все-таки один фидер поставил. Вот фидер тихонечку проклевывается, но у меня были две отличные рыбы именно на удочку. Прям отличные рыбы. Они крупнее были, чем на фидер. И я этому очень рад. Ну а сейчас вся та же самая процедура. Первый опарик. Второй опарик. Ну а с этой стороны у меня все осталось. Я не буду ничего делать, мудрить. Ну, свежего опарика одного поставлю. Вот. У меня остатки. Это летняя прикормка. Вот, карп, кажется. Здесь вот она желтая. Мне кажется, вот больше желтая и сладкая. Сейчас. Это не лещ, чтобы с ним как-то притемнять прикормку, а именно вот желтенькая. Все-таки карпик хорошо реагирует на этот цвет. Поэтому вот забиваю такую. Клипсоваться я не клипсуюсь, потому что мне кажется, сейчас смысла нет. Карпик, он гуляет, ходит, где ему не стоит в одном месте. Ветер холодный дует, поэтому он где-то ходит в этой точке. И где-то примерно, ну, плюс-минус там 3-5 метров я закидываю. Ориентировочно, там ориентируюсь на кусты напротив. Ну что, ребят, ветер дует дурячий. Единственное, что работает сейчас, пока фидер вот радует поклевочками. А на точку, прикормленную поплавкам, подходит. Но вот два подхода было, два карпика. Фидер пока выигрывает, как снасть. И у меня дождь начинается. И у меня, кажется, карасик опять. Карасям бы. Да, карасик. Оп. Блин, ветер такой, просто, я не знаю, нереальный. А карась хороший. Грамм 800 есть. Такой. Красивый. Ух ты. На кукурузу с опарышем идет. Ну что, перенасаживаю с тем же самым, кукурузу с опарышем и закидываю. Ребят, нападение что ли? Вот закинул, верьте, не верьте. Вот поднатягиваю, а он ослабляет. Я думаю, что такое? А оказалось, что вон что, уже сидит. Может, поплавок как раз и не работает из-за того, что я здесь сижу и как бы хожу по мостику, шумно ему кажется, и он туда сбился. Моментально клюнул просто. Так. Вот. За нижнюю губу, как по классике. Вот такой карпушка. Ну ладно. Оп. Прыгнул туда. Итак, ребят, ветер еще сильнее стал. И я уже наловился. Уже не знаю. Уже даже и ловить-то уже не хочется. Поэтому я, наверное, собираться буду домой. Вот. Тем более я отловился. На удочку я поймал.
карася, для меня редкую рыбу, которую я меньше всего ловлю, поймал на фидер. Вот. Ощутил классные впечатления. Спасибо водоему Дальний Рак. Очередной раз он меня удивил. Вот. Ну и, а вам скажу, если вам понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии, куда, на что мне поехать и куда мне в следующий раз поехать. Всем ни хвоста, ни шеи. До новых встреч!